Глава 1366. Кража фруктов. В глазах гиганта мелькнула жестокость, и он сразу же сжал черную дубину, что была у него за плечом. В то же время из его глазных яблок по всему телу вспыхнул яркий свет, и все они начали мигать в унисон. Присутствие такого количества мигающих глаз на одном теле создавало довольно мучительное зрелище. Однако Хань Ли пришел в восторг от увиденного и начал ждать, затаив дыхание, как дальше пойдет ситуация. Если бы эти два существа стадии пространственного закаливания действительно начали битву друг с другом, тогда их цели было бы намного легче достичь. Ящерица открыла пасть, выпустив багровую тень, как вдруг на земле, под одной из ее огромных лап, взорвал шарик серебряного света. Багровая тень вырвалась вперед и поразила серебряный предмет, который только что появился из почвы, и тот сразу же рухнул на землю. Сердце Хань Ли замерло при виде этого, и он сразу же сфокусировал взгляд, обнаружив, что серебряный предмет — не что иное, как серебряный марионеточный змей. Ядро марионетки было пробито жутким языком гигантской ящерицы, превратив его в груду металлолома. Оказалось, что укрытие марионетки было распознано в тот момент, когда она собиралась вступить в действие, и в результате чего она была уничтожена гигантской ящерицей. Тысячеглазый гигант был не очень умен, но, увидев это, он также понял, что что-то не так. Сразу после этого все его глазные яблоки повернулись в определенном направлении, а вслед за этим изнутри вырвались тысячи нитей. Снова грянул взрыв, и другая серебряная марионеточная змея, прятавшаяся под телом гиганта, была пробита 7 или 8 черными нитями одновременно. Затем черные нити разделились в разные стороны и вдребезги раскололи тело марионетки. Хань Ли резко вздохнул при виде этого. Оказалось, что задача, которую он выполнял, была намного опаснее, чем он ожидал. Однако зайсийский драконий плод был жизненно важен для него, чтобы в будущем изготовить таблетки стадии пространственного закаливания, поэтому он должен был рисковать, независимо от того, насколько опасна ситуация. В конце концов, если он сможет собрать хотя бы семена этих фруктов, он сможет выращивать их в неограниченном количестве. Подумав об этом, Хань Ли снова успокоился. Гигант грозно хмыкнул в знак запугивания, а затем снова убрал дубину на плечо. Гигантская ящерица совершенно бесстрастно взглянула на гиганта, а затем легла на землю. Два колоссальных существа вернулись в свой прежний тупик. Тем временем Хань Ли пристально смотрел на них двоих, не осмеливаясь быть небрежным в малейшей степени. Видя, как марионетки потерпели неудачу, им придется прибегнуть к своему резервному плану, который состоял в том, чтобы Лун Дун и другие выманили ящерицу и гиганта, создавая тем самым возможность для Хань Ли. Вскоре над головой гигантской ящерицы раздался приятный звук удара лютни. В воздухе появились желтые световые ореолы света, и одновременно с этим вспыхнул белый свет, раскрывая две короткие золотые алебарды. Алебарды качнулись и яростно рухнули вниз в виде пары могущественных золотых змей. Почти в один и тот же момент две человекоподобные фигуры появились в воздухе на высоте нескольких сотен футов. Это были никто иной, как Е-Ин и Лун Дун. Е-Ин мягко играла на своей лютне, в то время как Лун Дун манипулировал двумя сокровищами одновременно с серьезным выражением на лице. Несмотря на огромные размеры ящерицы, ее движения были чрезвычайно проворными. Как только на нее сверху обрушилась атака, она сразу же взревела и мгновенно поднялась на лапы. Рога на ее голове вспыхнули красным светом, выпустив на желтые ореолы и золотые алебарды плотный поток красного света. Сразу после этого конечности ящерицы вспыхнули зеленым светом, и щетина на ее коже превратилась в бесчисленные полоски зеленого света, атаковавшие воздух. В то же время она взмахнула своим огромным хвостом и внезапно исчезла, оставив после себя лишь след остаточных изображений. В следующее мгновение массивный хвост ящерицы, длина которого превышала 200 футов, внезапно появился рядом с Е-Ин и Лун Дуном и в следующее мгновение яростно атаковал их. Даже несмотря на то, что хвост еще не коснулся их, культиваторов чуть не снесло сильным порывом ветра от хвоста ящерицы. Как и ожидалось от мутировавшего древнего зверя, как только на ящерицу напали, она нанесла чрезвычайно жестокий ответный удар. Е-Ин и Лун Дун знали, что с этой гигантской ящерицей будет сложно справиться, но они все еще испытывали огромный страх из-за ее внушающего страх боевого мастерства. К счастью, ни у кого из них не было намерения вовлечь ящерицу в прямое противостояние. Е-Ин немедленно подняла руку и выпустила золотой талисман, превратившийся в шар золотого света, окутавший ее тело. Сразу после этого она исчезла на месте и появилась на расстоянии более 300 футов. Тем временем Лун Дун взревел, подобно дракону, и на его теле мгновенно появились желтые доспехи. Доспехи представляли собой плотный строй металлических чешуек, заключив его голову и конечности в водонепроницаемые ножны, а на спине даже появилась пара массивных бронзовых крыльев. Взмахнув крыльями, в воздухе вокруг него сразу появилась серия остаточных изображений. Издалека казалось, что из воздуха появилось множество человекоподобных фигур, создавая удивительное зрелище. Используя свои специфические техники передвижения,
обоим культиваторам удалось уклониться от стремительного хвоста гигантской ящерицы. Тем не менее, ни один из них не осмелился замедлиться хоть на мгновение в воздухе, поскольку гигантская ящерица отправилась вслед за ними, размахивая хвостом и создавая еще больше порывов ветра. Хотя большая часть внимания ящерицы была отвлечена этими двумя, она все равно продолжала следить за своим самым главным врагом, тысячеглазым гигантом. Она, очевидно, боялась, что гигант воспользуется этой возможностью, чтобы забрать себе духовные плоды, но то, что она увидела, было весьма обнадеживающим. Оказалось, что как только два культиватора напали на нее, то и на гиганта тоже напали культиваторы. Один из них потер руки и поднял их вверх, вызвав бурю черных огненных шаров, а другой взмахнул рукой в воздухе, выпустив массивный угольно-черный коготь. Как только коготь появился над головой гиганта, он сразу же рухнул вниз. Грянул взрыв, и гигант, будучи застигнут врасплох, получил по голове огненными шарами, а также массивным черным когтем в быстрой последовательности. И Сяо Хун, и юноша в белом слегка запнулись при виде этого, а затем обрадовались увиденному. Однако то, что они увидели следом, стерло улыбки с их лица. Посреди моря черного пламени внезапно раздался оглушительный рев ярости. Сразу после этого все серебристо-белые глазные яблоки на теле гиганта зашевелились, создав огромную силу всасывания, которая мгновенно поглотила все бушующее вокруг него черное пламя. Огромный угольно-черный коготь юноши в белом и вовсе не ранил гиганта. Тысячеглазый гигант небрежно взмахнул рукой над головой, и огромный коготь был мгновенно побежден без следа. Пара культиваторов, естественно, меньше всего на свете желала видеть истинную силу гиганта. Однако их атаки явно уже привели в ярость этого огромного монстра, поэтому пути назад не было. Гигант со злобным выражением на лице снова взревел от ярости. Когда его глазные яблоки поглотили все черное пламя, они немедленно повернулись в направлении двух культиваторов в воздухе над головой. Во вспышке коричневого света гигант выпустил тысячи черных нитей, охватив их обоих в плотную сеть. И Сяо Хун, и юноша в белом ранее видели силу этих нитей черного света, и они сразу же стали уклоняться с серьезными выражениями на лицах. Один из них вызвал странный объект и швырнул его вниз, после чего тот мгновенно превратился в луч лазурного света. Затем он поспешно нырнул в сторону, управляя лучом в определенном направлении. Между тем, другой превратился в массивного черного сокола размером около 10 футов и, расправив крылья, телепортировался. Было совершенно ясно, что эти два демонических культиватора также не собирались вовлекать гиганта в прямой бой. Таким образом, все 4 спутника Хань Ли вступили в действие, отвлекая внимание ящерицы и гиганта. Они едва уклонялись от свирепых атак двух существ в стадии пространственного закаливания и начинали свои собственные ответные атаки всякий раз, когда появлялась возможность, тем самым еще больше приводя в бешенство своих нападавших. Однако, хотя ящерица и гигант неустанно атаковали 4 культиваторов, словно те были противными мухами, ни один из них не отклонился далеко от своего первоначального места, гарантируя, что они не дистанцируются от духовных плодов. Иначе, даже если бы 4 культиватора обладали экстраординарными техниками передвижения, не было бы никакого способа, чтобы они продержались так долго перед лицом беспощадных атак существ в стадии пространственного закаливания. В настоящее время все происходило таким образом, что, как только любой из 4 культиваторов сталкивался с какой-либо опасностью, он немедленно телепортировался достаточно далеко, выигрывая возможность отдышаться. Таким образом, они смогли продолжать доставать ящерицу и гиганта. В результате этого оба грозных существа пришли в ярость. Однако ни один из них не мог отойти от духовных плодов, создав тем самым тупик, в котором ни одна из сторон не могла ничего сделать с другой. Пока 4 культиватора продолжали раздражать двух существ, их внимание постепенно отвлекалось от духовных плодов. Тем временем Хань Ли тихо спускался вниз. С его нынешним телом даже 2 существа стадии пространственного закаливания не смогли его заметить. Это было также самым большим источником уверенности в том, что Хань Ли успешно выполнит эту миссию. Несмотря на это, Хань Ли продолжал действовать с особой осторожностью, до такой степени, что он даже не смел дышать слишком громко. Он постепенно приближался к духовным плодам с расстояния более 1000 футов до 700 футов, затем до 300 футов, затем чуть более 100 футов. По мере приближения к духовным плодам он, естественно, все больше напрягался. В тот момент, когда он соберет духовные плоды, он, несомненно, не сможет продолжать скрывать себя. Таким образом, ящерица и гигант немедленно его обнаружат. Он должен был сделать все возможное, чтобы обеспечить себе выживание в таком сценарии. Вскоре Хань Ли достиг места, где духовные плоды оказались прямо перед ним. Он не только мог чувствовать их аромат, но даже мог видеть крошечные драконьи ядра внутри них. Однако он не сразу бросился за фруктами. Вместо этого он провел рукой по браслету для хранения и вызвал несколько предметов. Затем он поджал губы и внезапно потер руки, приложив их к обеим сторонам своего тела, послав несколько мерцающих серебряных шариков в направлении 2 массивных существ.
Сразу же после этого из его рукавов вырвалась молния, и кучка духовных фруктов исчезла в мгновение ока. В то же самое мгновение его грозовые крылья появились на его спине, и он немедленно взмахнул ими, исчезнув в раскатах грома. В следующее мгновение грянуло два оглушительных рева, и алый столб света вместе с несколькими черными нитями с невероятной скоростью вырвались в направлении Хань. Глава 1367. Разделение фруктов. Это были не что иное, как молниеносные бусины, которые изготовил Хань Ли. Он выбросил все 4 одновременно. Поскольку они были изготовлены с использованием техник элемента молнии, каждый из этих бусин был наделен силой, подобной атаке полной силы культиватора пространственного закаливания. Кроме того, природа самой силы обладала молниеносным элементом, поэтому бусы были настолько разрушительными. Казалось, что он принял правильное решение, используя их. Если бы эти сокровища не задержали ящерицу и гиганта, он не смог бы сбежать, даже используя свои грозовые крылья. После того, как духовные плоды были украдены, огромная ящерица и тысячеглазый гигант пришли в ярость, но были временно захвачены силой молниеносных бус. Лун Дун и другие были напуганы огромной силой молниеносных бусин Хань Ли, но все они сразу же использовали свою технику движения, сбежав с места происшествия в приподнятом настроении. Во время процесса они также использовали техники сокрытия. Таким образом, все исчезли из области поблизости, за исключением 2 существ в стадии пространственного закаливания, которые все еще были пойманы в ловушку от взрывов молнии. Хань Ли летел так быстро, как только мог, используя свои грозовые крылья, исчезнув вдали после нескольких вспышек света. Ради обеспечения безопасности Хань Ли даже выблевал глоток крови для активации техники кровавого теневого уклонения, тем самым еще больше увеличивая свою скорость. Потратив огромные усилия, чтобы освободиться от взрывов, ящерица и гигант взревели от гнева, обнаружив, что все 5 культиваторов исчезли вместе со связкой зайсийских драконьих фруктов. Несколько часов спустя, в десятках тысячах километров от изначального местоположения, на вершине горы раздался глухой раскат грома. Сразу же после этого посреди лазурно-белых дуг молнии там появился Хань Ли. Затем он оглянулся, и на его лице появилась легкая улыбка. Задание, которое он взял на себя, было довольно опасным, и он был вынужден потратить немало энергии, но, к счастью, ему удалось заполучить духовные плоды. В качестве меры предосторожности Хань Ли высвободил свое духовное чутье и тщательно осмотрел окрестности. Убедившись, что вокруг нет ничего подозрительного, он спустился с вершины горы. Взмахнув рукой, он достал нефритовый флакон и быстро принял 2 малиновые таблетки. Несмотря на то, что он использовал свою технику кровавого теневого уклонения в течение короткого промежутка времени, первозданный мир был довольно опасным местом, и было бы лучше постоянно поддерживать себя в наилучшем состоянии, когда это было возможно. Проглотив таблетки, в его меридианах начал циркулировать поток прохладной и освежающей энергии. Восстановив силы, Хань Ли достал нефритовую коробку, которая была такой же прозрачной, как лед. Он осторожно снял крышку с коробки, вынув гроздь спелых фиолетовых фруктов размером с кулак. Оценив духовные плоды, не моргая, он осторожно взял духовный плод между 2 пальцами и стал тщательно рассматривать его. Через некоторое время Хань Ли выдохнул и кивнул самому себе. Это действительно были зайсийские драконьи фрукты. Этот тип духовных фруктов был одним из немногих ингредиентов для таблеток стадии пространственного закаливания, которые давали семена, что позволяло их выращивать и размножать. Это был вид духовного растения, о котором он мечтал, поэтому он был готов пойти на такой огромный риск. Теперь, когда Хань Ли наконец удалось заполучить эти духовные фрукты, на его лице появилась улыбка. Если бы он мог найти другой ингредиент, известный как парящий облачный клей, а затем, используя эти 2 компонента вместе с некоторыми другими вторичными лекарственными растениями, он смог бы изготовить таблетки парящего дракона. Эти таблетки были чрезвычайно полезны даже для культиваторов стадии пространственного закаливания. Как только Хань Ли об этом подумал, в его глазах мелькнуло волнение. Однако в этот момент его брови внезапно нахмурились, и он повернулся в определенном направлении, а выражение его лица снова стало нейтральным. Через несколько мгновений к Хань Ли с той стороны приблизилась полоска белого света. Затем свет отступил, раскрывая юношу. Это был Лун Дун. В этот момент его костюм из желтой чешуйчатой брони уже исчез. Увидев фрукты в руках Хань Ли, на его лице сразу появилось радостное выражение. «Ха-ха, твои способности действительно удивительны. Кто бы мог подумать, что ты действительно сможешь увести из-под носа эти духовные плоды у 2 грозных существ. Дай мне посмотреть, действительно ли это зайскийские драконьи фрукты». Как только Лун Дун приземлился на вершине горы, он начал приближаться к Хань Ли. «Не надо спешить, брат Лун. Давай подождем, пока прибудут остальные», — с легкой улыбкой на лице сказал Хань Ли. В его руках вспыхнул духовный свет, и нефритовая коробка исчезла.
Услышав это, в глазах Лун Дуна мелькнуло едва заметное намерение убить, но затем ему пришла в голову мысль, и выражение его лица сгладилось. «Ты прав, брат Хань. Я слишком нетерпелив». Таким образом, он подошел к большому камню, который находился на расстоянии более 100 футов от Хан Ли, и сел на него со скрещенными ногами. Тем временем Хань Ли остался стоять на месте, сложив руки за спиной, молча ожидая прибытия остальных. Вскоре прибыли Сяо Хун и юноша с белыми бровями. Оба они были очень рады, что Хань Ли действительно смог заполучить духовные фрукты. Однако Е Ин еще не было, поэтому они вынуждены были подавить волнение, подражая Лун Дуну, начать медитировать. 15 минут спустя, как только все начали внутренне размышлять о том, что-то случилось с Е Ин, вдали показался шар золотого света, и вскоре он приземлился на гору. «Извините за то, что заставила всех вас ждать, господа даосисты. Когда я пролетала над лесом, я случайно наткнулась на тысячелетнее зеленое духовное дерево, и мне потребовалось время, чтобы выкопать его из земли», — с улыбкой сказала Е Ин. Тысячелетнее зеленое духовное дерево. Это превосходный материал для изготовления сокровищ древесного элемента. «Тебе очень повезло, сестра Е», — радостно сказала Сяо Хун. «Хе-хе, конечно, ты шутишь, старшая сестра Сяо. Зеленое духовное дерево не сравнится с зайсийскими драконьими фруктами. Брат Хань, тебе удалось собрать фрукты, верно?» Ейн хихикнула и перевела взгляд на Хань Ли. «Так и есть. Каждый может подойти и посмотреть», — Хань Ли кивнул, а затем провел рукой по браслету. Нефритовая коробка снова появилась, и он осторожно снял крышку, демонстрируя содержимое. В воздухе появился легкий аромат, и все сразу же сосредоточились на духовных фруктах с выражением восторженного внимания на лицах, пытаясь удостовериться в его подлинности с помощью своего духовного чутья. «Кажется, они подлинные», — с восторгом на лице сказала Сяо Хун. Спустя мгновение все остальные также отозвали свое духовное чутье, удовлетворенно кивнув. Ми кивками. «Поскольку мы убедились, что фрукты настоящие, давайте продолжим и разделим их. Всего здесь 6 плодов, так что останется один после каждой из нас по одному», — со спокойным выражением на лице сказал Хань Ли. Все нахмурились, услышав это. 6 духовных плодов действительно будет довольно трудно разделить между нами, но давайте пока отложим это и сначала распределим каждому по одному фрукту», — сказал юноша в белом. Казалось, он начинал терять терпение. «Ты прав, брат Ли. Господин даосист Хань, пожалуйста, покажи первые 5 духовных фруктов», — с улыбкой сказала Сяо Хун. Лун Дун и Е Ин, естественно, тоже не возражали против этой договоренности. Легкая улыбка появилась на лице Хань Ли. В одной руке с нефритовой коробкой он подошел к Сяо Хун и сорвал 2 плода зайсийского драконьего фрукта, а затем протянул ей. Сяо Хун пришла в восторг и сразу же достала деревянную коробку, чтобы забрать фрукты. Однако Хань Ли не стал ей передавать фрукт, а лишь загадочно улыбнулся. Сяо Хун слегка замялась при виде этого, но сразу же все поняла. Она тут же взмахнула рукавом, и в ее руке появился маленький золотой меч, к поверхности которого были прикреплены талисманы. Она оторвала талисманы и бросила меч Хань Ли. Это был один из его лазурных бамбуковых облачных мечей. Хань Ли открыл рот, и маленький меч исчез в горле в виде полоски золотого света. В то же время он выпустил духовный плод, и он опустился в деревянную коробку Сяо Хун. Пока Сяо Хун оценивала духовный фрукт с воодушевлением в глазах, Хань Ли уже подошел к юноше в белом с фруктом в руке. Юноша, естественно, теперь знал, что делать. Он также вынул еще один маленький золотой меч и снял с него ограничение, а затем бросил Хань Ли. Таким образом, через некоторое время у Хань Ли осталась только пара духовных плодов. Положив в карман один из фруктов, он положил нефритовую коробку на землю, а затем отступил как незаинтересованный наблюдатель. Ему хватило бы и одного из этих духовных фруктов, а второй не принес бы ему никакой пользы. Однако другим культиваторам это было неизвестно, и все они оценили его с гораздо более дружелюбным выражением на лице за его готовность отступить в такой ситуации. Теперь остался только один духовный фрукт. Как насчет проведения импровизированного аукциона? Кто сможет предложить больше духовных камней, тот и получит духовный фрукт, а потраченные духовные камни будут разделены между всеми остальными, предложил Лун Дун. Разве это не слишком однобокий план, господин даосист Лун? Все знают, что твоя семья Лун — семья с огромным богатством. Даже у нас вчетвером, скорее всего, нет при себе столько духовных камней, сколько у тебя, холодно хмыкнул юноша в белом. Тогда у тебя есть идея получше. Вместо того, чтобы рассердиться на резкий отказ юноши в белом, на лице Лун Дуна появилась улыбка, словно он был открыт для предложений. Фрукт, столь ценный, как этот, естественно, нужно обменять на равноценные предметы. Неважно, таблетки это или ингредиенты с материалами, тот, кто получает этот фрукт, должен предложить что-то, что примерно равноценно этому духовному фрукту и что можно разделить между остальными.
Что скажете по поводу такой договоренности? С улыбкой предложила Сяо Хун. Юноша в белом немедленно кивнул в знак согласия. Йейн склонила голову в сторону и, немного подумав, тоже кивнула в знак согласия. Хань Ли, естественно, тоже не возражал. Поскольку предложение феи Сяо получило наибольшую поддержку, мы так и сделаем. Несмотря на то, что Лун Дун не хотел соглашаться на такую договоренность, остальные 4 единогласно выразили свое одобрение, поэтому он мог лишь подчиниться с наигранной улыбкой на лице. 2 часа спустя летающая лазурная карета длиной более 100 футов появилась высоко в воздухе над горой. Затем она выстрелила в определенном направлении в виде полоски лазурного света. За несколько мгновений карета преодолела расстояние в несколько тысяч футов, и после нескольких вспышек она полностью исчезла. Хань Ли сидел рядом с задней частью кареты, возясь с небольшим участком цилиндрической зеленой древесины. Эта часть дерева была всего около фута в длину, но ее поверхность мерцала слабым духовным светом. При ближайшем рассмотрении можно было заметить, что на участке дерева вспыхивали нечеткие серебряные нити. Это зеленое духовное дерево могло оказаться весьма полезным для него. Глава 1368. Маленький город. Сокровища, которые она предлагала, были более экстравагантными, чем у всех остальных, поэтому им не оставалось ничего другого, кроме как отдать ей фрукт. Эта небольшая часть тысячелетнего зеленого духовного дерева была компенсацией Хань Ли. Этот кусок дерева был легким как воздух и неуязвимым для воздействия воды и огня. Это был один из самых идеальных материалов для создания формации заклинаний, и с возрастом он бы выработал определенную степень невосприятия к силе 5 элементов. Таким образом, этот тип дерева чаще всего использовался для изготовления таких крупных сокровищ, как духовные ковчеги, кареты с упряжей зверей и тому подобные вещи. Осмотрев часть дерева, Хань Ли убрал ее и огляделся по сторонам. Лун Дун снова предоставил им летающий экипаж, и, хотя он был не таким удобным и скрытным, как разрушенный ранее духовный ковчег, он мог лететь с большей скоростью, чем ковчег. Кроме того, способность сокрытия духовного ковчега была бы почти бесполезной перед лицом могущественных древних зверей. Таким образом, этот более быстрый летающий экипаж был превосходным вариантом в любом случае. Если бы они столкнулись с некоторыми незначительными помехами, они могли бы просто ускориться и избавиться от них. В этот момент летающий экипаж просвистел в воздухе с невероятной скоростью в виде лазурного пятна. Кроме Лун Дуна, который пилотировал экипаж, все остальные сидели в тишине. Хань Ли отвел взгляд и перевел свое внимание на Йейн, слегка прищурившись. Самым загадочным и настораживающим в группе была эта женщина, хотя у нее был тот же уровень культивации, что и у Хань Ли. Эта женщина выглядела довольно молодой и говорила очень просто и прямо, но, поскольку Хань Ли полностью освоил технику великого развития, его инстинкты уже были отточены до невероятной степени, и эти чувства говорили ему, что эта женщина была самой опасной среди 4, даже больше, чем Лун Дун из так называемой семьи истинных духов. Пока Хань Ли размышлял над этим, Йейн внезапно открыла глаза и встретилась с ним взглядом. При виде этого сердце Хань Ли вздрогнуло, и, прежде чем он успел среагировать, Йейн слегка поджала губы. Хань Ли, неловко улыбнувшись, сразу же отвернулся. При этом он пропустил странный блеск в глазах Йейн, что мелькнул у нее в ответ. В течение следующих 6 месяцев их путешествие прошло удивительно гладко, и они не столкнулись с какими-либо проблемами. Все были в восторге от этого мирного путешествия, молясь о том, чтобы оставшаяся часть их пути была такой же гладкой и спокойной. Спустя несколько дней пейзаж вокруг них изменился, и перед ними предстали огромные пустынные просторы, по которым бороздили порывы палящего ветра в направлении их экипажа. Мужчина в белом со следами удивления на лице сказал: «Неужели мы уже достигли южного горизонта?» Действительно, это место — Великая Южная пустыня, и это самый простой путь, по которому можно добраться до территории лесного племени, серьезным тоном ответил Лун Дун. Я наслышан об этом месте. Легенды говорят, что невозможно обойти эту пустыню, так ли это на самом деле? Часто по этой пустыне путешествуют существа древесного клана и клана теней. Не слишком ли опасно отправлять нас через эту пустыню? Нахмурившись, спросила Сяо Хун. Фея Сяо, окружающая среда здесь, конечно, не самая лучшая, но она намного безопаснее, чем другие 2 альтернативных маршрута, которые мы можем выбрать. Обойти пустыню практически невозможно. С одной стороны пустыни знаменитые горные хребты высших зверей, в которых обитают древние высокоранговые звери. Даже большинство культиваторов стадии пространственного закаливания, которые когда-либо входили в эти духовные хребты, больше не возвращались оттуда. По другую сторону находится еще более коварный бездонный каньон земляного змея. Там скрываются несколько сотен земляных змей выше стадии пространственного закаливания, включая даже несколько десятков змеиных монархов стадии интеграции тела. Если бы такие культиваторы стадии божественной трансформации, как мы, вошли в каньон, мы бы стали для них легкой добычей.
Если бы мы выбрали один из этих путей и попытались обогнуть эти опасные места, это бы в огромной степени удлинило бы наше путешествие, и нам, скорее всего, понадобилось больше года, чтобы добраться до пункта назначения. Раз война неизбежна, город высшего неба не позволил бы нам так долго откладывать завершение миссии, объяснил Лун Дун, криво улыбнувшись. Понятно. Однако я слышала, что эта пустыня, кажется, является испытательной площадкой для двух кланов, неожиданно сказала Е-Ин. Мои старшие также предупредили меня об этом перед путешествием, сказал юноша в белом. В таком случае, не думаю, что мы должны продолжать путешествовать на этом летающем экипаже, иначе мы будем торчать как больной большой палец. Давайте сначала спрячемся, а затем продолжим путешествие. Даже если все пойдет как можно более гладко, все равно у нас уйдет около месяца, чтобы пройти через эту пустыню, немного подумав, предложил Лун Дун. Ся Хун, немного подумав, приглянулась с юношей в белом, а затем кивнула и согласилась. Мы сделаем так, как вы говорите. У меня также нет никаких возражений. Путешествие на летающие экипажи действительно поставит нас в неудобное положение, с улыбкой сказал Ханли. Ейн была единственной, кто выразил нейтральную позицию, желая следовать наиболее популярному курсу действий. Таким образом, после краткого обсуждения все вышли из летающего экипажа, а затем использовали свои техники сокрытия. Лун Дун убрал летающий экипаж, и все осторожно отправились в пустыню. Вскоре после входа в пустыню Хань Ли сразу же почувствовал, что эта пустыня не похожа ни на одну из тех, где он когда-либо бывал, а температура была здесь слишком высокой. Даже летая на малых высотах в воздухе, он все еще чувствовал вспышки палящего тепла, исходящие от Земли. Ему казалось, что он летит над огромным вулканическим кратером, а не над пустыней. Хань Ли посмотрел на 7 сверкающих солнц на небе, а затем вниз на землю внизу. Он провел рукой по воздуху, выпустив ледяные шипы. Еще до того, как он коснулся земли, ледяной шип уже полностью растаял и превратился в ничто. Хань Ли слегка вздохнул при виде этого. Внезапно рядом с ним вспыхнул белый свет, и появилась Е-Ин с изящной улыбкой на лице. «Господин Даосист Хань, я не уверен, знаешь ли ты об этом, но Великая Южная пустыня когда-то состояла из огромного пространства вулканических кратеров». «Вот как?» «Я не знал этого», — равнодушно ответил Хань Ли. Стоит сказать, что Небесный Феникс с двойной силой ветра и земли однажды сражался с огненным крокодилом ранга истинных духов, который жил внутри вулканов. Их битва длилась более месяца, и во время этой битвы Феникс использовал все свои способности, вызвав тысячи песчаных бурь, закопал все вулканы внизу, образовав эту пустыню, продолжила Е-Ин. Понятно. Неудивительно, что эта пустыня настолько своеобразна. Существа ранга истинного духа действительно способны на непостижимые подвиги, пробормотал Ханли, по-видимому, в ответ на Е-Ин, но также отвечая и себе. Действительно. Такие человеческие культиваторы, как мы, могут сражаться с некоторыми из этих существ ранга истинного духа, когда достигнем стадии Великого Вознесения, но мы все еще не можем сравниться с действительно могущественными существами ранга истинного духа, такими как настоящие драконы и небесные фениксы. Интересно, каково было бы человеку достичь силы ранга истинного духа? Ейн хихикнула, а затем полетела вперед, оставив Ханли позади. На лице Ханли мелькнуло удивление, но вскоре он быстро пришел в себя и сосредоточился на том, чтобы продвигаться вперед в своем путешествии. Спустя 10 дней Ханли и другие все еще летели на малых высотах. Несмотря на то, что все они были культиваторами стадии божественной трансформации, они летели так долго под таким палящим солнцем, что почувствовали истощение. «Давайте найдем место для отдыха», — внезапно предложил Лун Дун. «Нам действительно нужно найти место, чтобы отдохнуть и восстановить нашу магическую силу», — кивнув, ответила Ся Хун. Усталость в ее голосе стала совершенно очевидной. «А? Что это?» Внезапно раздался тихий крик. Говорившим был мужчина в белом. Хань Ли рефлекторно посмотрел в том направлении, куда смотрел юноша в белом. Однако он обнаружил, что там ничего нет. Хань Ли поднял брови, направляя свое духовное чутье в ту область, и на его лице появилось странное выражение. В этот момент все остальные также просмотрели область своим духовным чутьем, и на их лицах также появились своеобразные выражения. Похоже, там есть маленький городок, населенный людьми. Я же не один это вижу, не так ли? Скептически сказал Хань Ли. Высвободив свое духовное чутье, все обнаружили, что впереди, в нескольких десятках километров, действительно был относительно большой оазис. В этом оазисе был небольшой город, и оказалось, что там жило много людей и культиваторов. Это место настолько уединенно и так близко к иностранным расам. Разве здесь могут жить люди? Это выглядит довольно странно, проговорила Ся Хун. Лун Дун с нерешительным выражением на лице вскинул брови, но ничего не сказал. «Давайте я отправлю туда свое воплощение и проверю обстановку», — предложил юноша в белом.
Затем он положил руку на затылок, и во вспышке белого света появился маленький сокол размером с фут. Сокол был черного цвета, сделав круг в воздухе, полетел в сторону небольшого городка вдалеке. Затем юноша в белом закрыл глаза, чтобы наладить связь с маленьким соколом своим духовным чутьем на случай возникновения каких-либо неудач. Ся Хун и Лун Дун переглянулись между собой, и они, похоже, также придерживались мнения, что это был лучший образ действий, и не стали останавливать его. Хань Ли продолжал оценивать маленький город издалека с недоумением в своем сердце. Е Ин делала то же самое с заинтригованным выражением на лице. Маленький сокол летел очень быстро и вернулся через 5 минут. Когда сокол снова исчез в затылке молодого человека в белом, последний открыл глаза. В городе нет ничего страшного. Там на самом деле живут люди, и среди них много высокоранговых культиваторов. Среди них есть 8 культиваторов в стадии божественной трансформации, но я не видел культиваторов в стадии пространственного закаливания. Все были еще более озадачены, услышав это. В любом случае, было бы лучше продолжить наше путешествие и избежать ненужных неприятностей, равнодушным голосом сказал Хань Ли. Не думаю, что это хорошая идея. Существование этого небольшого городка действительно своеобразно. Возможно, что-то недавно произошло в пустыне. Думаю, было бы лучше, если бы мы поинтересовались ситуацией, прежде чем идти дальше, чтобы случайно не попасть в непредвиденную опасность, сказал Лун Дун, качая головой. Глава 1369. Повторное появление дьявольской тени. Глаза Хань Ли сверкнули, услышав слова Лун Дуна, но он ничего не сказал. Ся Хун и юноша в белом переглянулись между собой, но возражать и стали, потому что, казалось, предложение Лун Дуна было более разумным. Однако Е Ин встала, а сторону Хань Ли и сказала: «Это действительно странно, что в этом месте появились другие культиваторы. Думаю, нам стоит продолжать двигаться вперед, избавившись от любых потенциальных проблем». Лун Дун какое-то время обдумывал слова Е Ин, но все же покачал головой. Именно из-за ненормальности ситуации мы должны выяснить, почему эти люди появились здесь. В качестве меры предосторожности мы можем поспрашивать людей за пределами города, а не входить в сам город. Брат Ли только что сказал, что там нет культиваторов в стадии пространственного закаливания, так что нам все равно нечего бояться. Мы достигнем горизонта через несколько дней, обстановка может быть там чрезвычайно опасной. Если мы отправимся туда без сбора всей информации, которую сможем собрать, вполне возможно, что мы все там умрем. Я думаю, что мы должны действовать с максимальной осторожностью. Это действительно звучит так, как будто мы должны попытаться собрать информацию. Как насчет этого? Мы осмотрим город издалека, не предупреждая присутствующих там на данный момент культиваторов. Если окажется, что там действительно есть проблемы, которые требуют дальнейшего изучения, мы можем просто показать себя. Ся Хун предложил компромисс между двумя предлагаемыми направлениями действий. Это хорошая идея, Лун Дун кивнул в ответ. Хань Ли погладил себя по подбородку, а Ейн изящно улыбнулась, но никто из них больше ничего не сказал. Таким образом, все снова скрылись и беззвучно полетели к маленькому городу. Несмотря на то, что они довольно сильно замедлились, чтобы расставить приоритеты в хитрости, а не в скорости, с их уровнями культивации им не потребовалось много времени, чтобы преодолеть расстояние в несколько сотен километров до небольшого города. Сначала оазис был лишь зеленым пятном вдалеке. Подойдя ближе, они обнаружили, что это действительно относительно большая территория. В окрестностях не только были заросли кустов, но в центре оазиса также было расположение озера с радиусом в несколько километров. Рядом с этим озером был небольшой городок, окруженный белокаменными стенами высотой в несколько десятков футов. Впереди непосредственно находились массивные городские ворота, ширина которых превышала 100 футов, и там стояло около дюжины культиваторов в желтых одеждах. Все они были на стадии заложения основ. За пределами небольшого городка, рядом с озером, были смертные, у которых не было никакой магической силы. Они кружили рядом с озером, наклоняясь, словно что-то сажая. Хань Ли завис в воздухе, а затем незаметно направил свое духовное чутье к маленькому городу. Лун Дун и другие также остановились, также используя свои секретные техники поиска. Жители этого города действительно все люди, и смертные, как и культиваторы, тоже кажутся нормальными. В городе довольно много культиваторов, около 7 или 8 из них на стадии божественной трансформации. В городе либо нет культиваторов в стадии пространственного закаливания, либо они скрыли свои ауры, заключила Ся Хун через некоторое время. Все действительно выглядит слишком нормально. Кто-нибудь еще обнаружил что-то неладное? Немного помолчав, спросил Лун Дун. Кажется, что вокруг города нет никаких ограничений или формация, и единственная примечательная особенность этого места в том, что температура там, кажется, намного ниже, чем везде, сказал юноша в белом.
Это действительно странно, но тот факт, что здесь существует оазис, уже сам по себе невероятен, так что это нам ничего не говорит, продолжила Сяохун. Внезапно в воздухе над головой раздался незнакомый голос. Не нужно столько спекуляций. Почему бы вам всем не зайти в наш город и не узнать все лично? Услышав это, сердца задрожали от шока, и они мгновенно разлетелись в разные стороны. Все они отлетели всего на несколько сотен футов, а затем стали внимательно всматриваться в воздух сверху. Оказалось, что никто из них не заметил пожилого даосистского священника в фиолетовой одежде, который появился над их головой. В этот момент он смотрел на всех с благожелательным выражением лица. Для всех стало шоком, что этот даосистский священник был культиватором на средней стадии пространственного закаливания. Если бы не тот факт, что он был человеческим культиватором, все они бы немедленно скрылись с места происшествия. Лун Дун перевел взгляд на даосистского священника, и в его глазах появился намек на разочарование. «Наше почтение, уважаемый старший». «Старший, кто вы и почему вы пришли в это место?» Осторожно спросила Сяохун. «Ах, значит, ты из расы Черного Феникса. Я мастер фиолетового облака, и я построил этот город. Кажется, вы все в замешательстве, но это не место для разговоров. Как насчет того, чтобы вы все посетили мой город, и там мы могли бы поболтать?» Пожилой даосистский священник улыбнулся и сделал пригласительный жест рукой. Мастер фиолетового облака. Сяохун была весьма встревожена тем фактом, что этот пожилой священник сумел сразу определить ее происхождение, и она немедленно переглянулась с Лун Дуном. Никто из них никогда не слышал о мастере фиолетового облака, поэтому они, естественно, не решались принять его приглашение. Пожилой даосистский священник, видя осторожность в глазах каждого, сказал с доброжелательной улыбкой на лице: «Не нужно быть слишком осторожными, господа даосисты. Я всегда жил в уединении и очень редко вступал в контакт с кем-либо, так что почти никто не слышал обо мне. Я предполагаю, что вы все пытаетесь добраться до горизонта, верно? В этом случае вам будет очень полезно получить от меня некоторые советы. На горизонте недавно произошли изменения, и было бы очень опасно, если бы вы бросились вперед, не узнав о том, что произошло». Слова мастера фиолетового облака, естественно, не могли полностью успокоить их настороженность, но они немного расслабились. Услышав, что что-то действительно произошло на горизонте, все они ненадолго изменились в лицах. «Раз вы так тепло нас приглашаете, отказывать было бы грубо», хотя Лун Дун не передумал и последнее, что он хотел сейчас сделать, это входить в этот город, он не мог просто отвергнуть такое вежливое приглашение от культиватора стадии пространственного закаливания. Поэтому у него не оставалось другого выбора, кроме как набраться смелости и кивнуть в знак согласия. Хань Ли и другие, естественно, не могли противоречить словам Лун Дуна, поэтому все они также согласились посетить этот маленький городок. Улыбка мастера фиолетового облака стала еще теплее и доброжелательнее, и он проводил их всех к городским воротам. Остальным не оставалось ничего другого, кроме как следовать за пожилым даосистским священником. Казалось, что между ними и городскими воротами было огромное расстояние, но им не потребовалось много времени, чтобы добраться до места назначения. Через некоторое время они уже достигли оазиса и даже могли видеть, как дети радостно играют у озера. Я только недавно переехал в это место со своим кланом, и мне пришлось перевести смертных из моего клана в это место. Места здесь не так уж много, но мы выращиваем некоторые духовные фрукты, которые довольно редкие во внешнем мире, так что вы должны попробовать их перед уходом, улыбнулся пожилой даосистский священник. Все были просветлены этим объяснением. Вскоре все достигли городских ворот. Культиваторы заложения основ на городских стенах почтительно поклонились гостям, а затем отошли в сторону, чтобы позволить всем пройти. Пожилой даосистский священник проводил их в город. Лун Дун и другие посмотрели на культиваторов, охранявших городские ворота, и обнаружили, что у всех на лицах были почтительные выражения. Казалось, ничего не случилось, поэтому он, немного помедлив, также последовал за мастером фиолетового облака. Хань Ли прошел мимо нескольких культиваторов стадии заложения основ, и все выглядело довольно обыденно. Однако прямо в этот момент в воздухе внезапно раздался хрустящий крик. Внезапно вырвался шар серебряного пламени, ударив по одному из ближайших культиваторов. Серебряный огонь мгновенно поглотил этого культиватора. Лун Дун и другие были поражены увиденным. «Ты хоть думаешь, что делаешь? Я любезно пригласил вас, а ты напал на одного из моих младших?» Мастер фиолетового облака сразу же изменился в лице и бросился к Хань Ли. По взмаху руки он выпустил огромную руку красного света, которая обрушилась на Хань Ли. У Хань Ли изначально было довольно озадаченное выражение лица, но он сразу все понял, как только серебряное пламя окутало того культиватора стадии заложения основ. Однако сейчас было неподходящее время для размышления о том, что он обнаружил. Массивная красная рука обрушилась на него, и огромная невидимая сила в то же время сжала его тело, создавая ощущение, словно на него надвигается гора.
Если бы на его месте был обычный культиватор, он и пискнуть бы не успел. Тем не менее, Хань Ли шел по пути двойной культивации, и благодаря драконьим чешуйчатым фруктам небесного трупа и искусству закаливания костей, его тело было значительно более мощным, чем даже у Сяо Хун и юноши в белом, даже без использования истинного первозданного дьявольского искусства. Таким образом, огромная сила, которая могла раздавить его на месте, не оказала на него должного эффекта, и Хань Ли просто исчез. В следующее мгновение он появился на расстоянии более 200 футов. Глава 1370. Шэньский зверь. Тот, кто был схвачен, был юношей в белом. Окутав свое тело черным светом, он отчаянно пытался заблокировать красные нити, но его усилия оказались тщетными. Пожилой даосистский священник со зловещим выражением на лице направился к юноше в белом. В этот момент изнутри города раздалось несколько резких криков, и на это место сразу же обрушилось несколько полос света разного цвета. Юноша в белом, естественно, осознавал, что все больше существ клана теней вступают в бой. Поняв это, его лицо исказилось от ужаса, и он судорожно взревел. Черный свет вокруг его тела начал быстро циркулировать, а его тело резко увеличилось в размерах. В то же время на его спине появилась пара угольно-черных крыльев, а руки превратились в пару черных металлических когтей. В этой тяжелой ситуации он превратился в полудемона и готовился сражаться за свою жизнь. Для демонических культиваторов, таких как он, лучшим оружием были, естественно, их мощные тела. Кроме того, темные соколы были одним из 7 основных подвидов демонов, так что они, конечно, не были слабыми. Он пронзил острыми когтями воздух вокруг себя, и вспышки черного света разорвали красные нити вокруг него. Юноша в белом был в восторге от того, что его когти оказались такими эффективными. Он был уверен, что как только он сможет разорвать все эти красные нити, он сбежит, используя уникальную технику передвижения его расы темных соколов. Однако, прежде чем он успел продолжить размахивать когтями в воздухе, он резко изменился в лице и побледнел. Разорванные красные нити снова соединились вместе, и все вернулось в прежнее состояние. С насмешкой на лице тело пожилого даосистского священника расплылось, и он, словно из воздуха, появился перед юношей в белом. Затем он положил руку на затылок, и медленно появилась яркая красная тень. Красная тень. Ты действительно из клана теней. При виде красной тени юноша в белом впал в полное отчаяние. Красные тени клана теней были сопоставимы с человеческими культиваторами стадии пространственного закаливания. Это был не тот противник, против которого мог бы выступить демонический культиватор стадии божественной трансформации. Хехе, у тебя достаточно мощное тело. Я сейчас заберу его у тебя. Но не волнуйся, ни один из твоих компаньонов не сможет сбежать. Все они скоро присоединятся к тебе на другой стороне. Красный свет вспыхнул в глазах мастера фиолетового облака, говоря это странным и незнакомым голосом. Красная тень вспыхнула над его головой, и он яростно набросился на юношу в белом. В то же время красные нити пронзили защитный черный свет вокруг его тела, поймав его в неизбежную ловушку. Несмотря на свою огромную силу, юноша совершенно не мог двигаться и мог только смотреть, как красная тень приближалась к нему. Даже не думай об этом. Юноша в белом был в полном отчаянии, и он знал, что он не сможет пережить это испытание. В его глазах мелькнуло безумие, и он резко сжал зубы, откусив при этом половину собственного языка. Затем он открыл рот и выплюнул черную бусинку размером с большой палец, заключенную в черную кровь. Как только бусинка покинула его тело, глаза молодого человека сразу стали тусклыми и безжизненными. В то же время его тело начало сморщиваться и уменьшаться, и он сразу же превратился в седовласого пожилого человека. Эта бусина была ничем иным, как демоническим ядром, которое юноша усердно культивировал в течение 1000 лет. Бусина в черной крови излучала чрезвычайно сильную ауру, а затем расшилась и сжалась, взорвавшись на месте. С шоком на лице красная тень отступила назад, оттащив с собой и тело даосистского священника. Грянул оглушительный взрыв, и появился шар черного света размером с кулак. Шар света вспыхнул только раз, а затем расширился до размера более 100 футов, продолжая набухать изо всех сил, разнося во все стороны ураганные ветры, поднимая пустынный песок в небо, создавая нескольких желтых ветреных драконов. Тело пожилого даосистского священника качнулось, и он появился на расстоянии более 100 футов. На его лице было странное выражение. Черный свет тут же нахлынул на него. Выражение лица пожилого даосистского священника стало мрачным, и он судорожно закричал. Массивная красная тень появилась из воздуха, а затем погрузилась в черный свет и сжалась, как молния. В следующее мгновение произошло нечто неожиданное. Желтые ветреные драконы были мгновенно побеждены, и черный свет исчез без следа вместе с юношей в белом, словно их здесь никогда не было. Только тогда пожилой даосистский священник облегченно вздохнул, но на его лице сразу появилось разочарованное выражение.
Он не ожидал, что юноша в белом будет способен взорвать свое демоническое ядро, даже будучи захваченным его ограничением. Прямо в этот момент несколько полос света появилось поблизости и отступило, раскрывая 8 культиваторов. Произошла неудача, и они не попали в ловушку, так что это будет немного хлопотно. Однако ранее я выпустил теневой ладан, и все они были затронуты им в некоторой степени, поэтому эффект должен сохраниться в течение примерно 2 часов. Я возьму шейнского зверя. Вместе со зверем мы будем преследовать того парня, который сорвал наши планы. Остальных я оставляю на вас, зловещим тоном сказал даосистский священник. Да, мой господин. 8 культиваторов поклонились в ответ, а затем разделились на 3 группы, улетев в погоню за Лундуном, Сяохун и Е-Ин. Пожилой даосистский священник, напротив, не спешил отправляться в путь. Вместо этого он взревел так, что его крик можно было услышать даже на небесах, в результате чего окружающий воздух вибрировать. Затем он протянул руку к городским воротам, после чего из тел культиваторов в стадии заложения основ появилось около дюжины теней, и все они мгновенно исчезли в его теле. Как только тени покинули тело культиваторов, те сразу же упали на землю. Сразу после этого произошло нечто невероятное. Все смертные и дети у озера исчезли, словно иллюзии, посреди его громоподобного крика. Весь маленький городок также начал мерцать, словно мирах, из различных мест стали появляться тысячи тысяч полосок черной ци. Вскоре земля и все городские стены были скрыты под черной ци, и изнутри раздался пронзительный крик. Рев пожилого даосистского священника остановился, и он бесстрастно протянул рукав к черной ци, втягивая ее к себе в рукав вместе с порывами сильного ветра. Прямо перед ним появился двуглавый монстр длиной более 100 футов. У него были 2 змеиные головы, золотая и серебряная, а также тело лягушки. Одного в виде его 4 малиновых глаз было достаточно, чтобы озноб пробежал по позвоночнику смотрящего. Золотая змеиная голова открыла рот и выплюнула остатки тела. Тело юноши в белом и его демоническим ядром были поглощены этим зверем, и этот зверь создал иллюзию небольшого города вместе со смертными, а также с большинством культиваторов. Тело пожилого даосистского священника качнулось, и он внезапно исчез на месте. Однако в следующее мгновение он снова появился на одной из голов змеи. «Вперед!» Холодным тоном приказал он. 2 змеиные головы гигантского зверя квакнули, и зверь подпрыгнул в воздух, превратившись в поток черной ци, унесшийся вдаль. Он двигался в направлении, куда сбежал Хань Ли. В воздухе неслась красная полоска света, в которой летела, спасая свою жизнь, красивая молодая женщина с мрачным выражением лица. Внезапно выражение ее лица изменилось, и она взмахнула рукавом, выпустив лазурный нефритовый талисман с белым шариком на его поверхности. Однако, казалось, что этот талисман был разрушен. Молодая женщина глубоко вздохнула, а затем щелкнула тонким пальцем по бусине, после чего бусина взорвалась в белый порошок и исчезла. Затем она убрала свой нефритовый талисман, и красный свет, исходящий от ее тела, стал ярче, после она ускорилась. Однако по прошествии часа выражение ее лица внезапно изменилось, и она резко оглянулась назад. Вдали можно разглядеть, как 2 полоски духовного света быстро приближались к ней. Затем двое объединились в одно целое, и они явно путешествовали на гораздо большей скорости, чем она. По мере приближения полоски духовного света на ее лице появилось нерешительное выражение, и она внезапно остановилась с холодным светом в глазах. Таким образом, ее преследователям не потребовалось много времени, чтобы появиться в нескольких сотнях футов от нее. Затем духовный свет отступил, открывая мужчину и женщину. Они оба были довольно молоды, и мужчина был невероятно красив, а женщина была изысканно красива. Кроме того, оба они были очень похожи друг на друга, но на их лицах были жесткие и безразличные выражения. Зная, что это были просто марионетки, одержимые существами клана теней, Сяохун, естественно, не собиралась обращать внимание на их внешний вид. Она просто взглянула на них с ледяным выражением лица и мгновенно сделал печать заклинания руками. Внезапно из ее рук вырвалось 2 шара черного света, превратившись в пару огненных воронов, которые обрушились прямо на 2 ее нападавших. Пара из клана теней холодно хмыкнули в унисон, выпустив несколько полос серого света в направлении черных воронов. Серый свет и черное пламя с грохотом столкнулись между собой. Сяохун вскинула брови и внезапно упала на землю. Ее тело засверкало ослепляющим черным светом, и он был настолько ярким, что невозможно было смотреть на нее невооруженным глазом. Затем, с криком феникса, из черного света появилась массивная духовная птица, которая, сделав круг в воздухе, расправила крылья и напала на 2 существ клана теней. Эта птица была абсолютно черного глянцевого цвета с коричневым гребнем на голове. Его глаза были похожи на яркие изумруды, и это была никто иная, как черный феникс длиной до 40 футов. Выражение шока появилось на лицах пары из клана теней, и, переглянувшись между собой, обменявшись взглядами друг с другом, оба они одновременно положили руку на свои головы.
Сразу после этого появились две зеленые тени и прыгнули на черного феникса. Почти в тот же момент Лун Дуна также преследовала пара культиваторов. Перед лицом двух зеленых теней, которые сбросили их физические тела, на его лице появилась насмешка, и его тело вспыхнуло желтым светом. На его теле снова появился костюм из желтой чешуйчатой брони, который он использовал однажды, а за его спиной появилась пара бронзовых крыльев. Затем он потер руки, и в его руках внезапно появился своеобразный длинный малиновый меч. Меч был длиной в 3 фута с рукоятью дракона и клинком феникса. Багровый свет циркулировал по всему мечу, создавая впечатление, будто он был создан из свежей крови. Багровая родинка в уголке губ Лун Дуна в этот момент стала особенно яркой, и серьезным выражением на лице он взмахнул мечом в направлении приближающихся зеленых теней. Меч беззвучно рассек воздух, но две зеленые тени внезапно взвыли от боли. Выпустив тысячи белых нитей по всему телу, во вспышке духовного света они рассыпались на куски. Лун Дун снова пронзил своим длинным мечом воздух, и белые нити полностью исчезли во вспышке яркого света.